Стоял жаркий августовский полдень. Совершенно не готовясь, мы прошли в сторону костела, а затем свернули на тенистую аллею, направляясь в сторону обильно покрытого зеленью забора. Взору предстали узкие аллейки, довольно-таки развесистые деревья, в тени которых было разумно в тот момент укрыться от палящего солнца. Все тропинки были вымощены прохладной, проросшей травой брусчаткой. Шум и трескотня летнего дня улицы Невского моментально ушли в сторону. Все, глазам предстало то, что называется «попало в другое измерение». Поскольку мы не местные уроженцы и историю войны знаем со стороны большой России, а именно городов, ковавших победу по принципу «все для фронта, все для победы», то города вроде Калининграда всегда представали для нас только в фильмах и по кратким экскурсам уроков истории, где учитель рассказывал, как англичане сравняли здесь все с землей. Направляясь вглубь мемориала, я залез в интернет, и вот что мне удалось узнать. Мемориальное кладбище жертв Второй мировой войны. Это некрополь, который находится в Ленинградском районе Калининграда. Обширная территория рядом с комплексом БСМП стала использоваться как главное коммунальное кладбище тогда еще Кёнигсберга с 1913 года. Немного позже на нем заработал крематорий, которому оказалось суждено быть разрушенным несколько раз. После войны большая часть территории оказалась заброшена, и на ее месте возвели психиатрическую больницу. Частичное облагораживание остального участка выполнили в 2001 году. За восстановление кладбища взялся Народный союз Германии по уходу за воинскими захоронениями. Открытие комплекса состоялось в 2003 году. В центре мемориального комплекса возведен громадный католический каменный крест. На территории также установлены небольшие поминальные кресты. Ежегодно на кладбище проходят торжественно-памятные мероприятия, посвященные событиям Второй мировой войны. В освящении кладбища приняли участие представители православной, католической и лютеранской церквей. Была и немецкая делегация, среди представителей которой были родственники погибших и участники войны, а также представители областных и городских властей Калининграда, а еще наши ветераны Великой Отечественной войны. Стоит отметить, что перед открытием мемориала немецкая делегация посетила мемориал 1200 советским воинам-гвардейцам, павшим при штурме Кёнигсберга в апреле 1945 года, и возложили венки и цветы. Говорят, до сих пор сюда приезжают немцы в надежде отыскать могилы своих родных. Сеть интернет дает противоречивую информацию. По одним данным, в общей сложности здесь было захоронено более 10 тысяч немцев, около 2400 красноармейцев, военнопленные различных наций, а также жертвы бомбардировок августа 1944 года и штурма Кёнигсберга. По другим же данным, на кладбище были похоронены около 5000 жителей бывшего Кёнигсберга, которые погибли во время бомбежек англо-американской авиации, и более 3000 немецких военнослужащих, павших в 1945 году во время штурма города нашими войсками. Существует также и такая информация, что на гранях 5 мемориальных столбов увековечена память около 2400 погибших военнослужащих Красной Армии. Вопреки надписи на столбе о том, что увековеченные офицеры, сержанты и солдаты погибли при штурме Кёнигсберга с 5 по 9 апреля 1945 года, на самом деле военнослужащие Красной Армии, чьи фамилии высечены на мемориальных столбах, погибли в более широкий промежуток времени при восточно-прусской операции.
Пожалуй, на этом основная информация о мемориальном кладбище жертв Второй мировой войны из интернета заканчивается. Но в сети можно найти множество упоминаний о дневниках местных жителей, где калининградцы рассказывают о том, как это место приходило в упадок в 70-е, 80-е и 90-е годы 20 века. Вот такие вот места можно обнаружить в нашем любимом Калининграде. Стоит только свернуть немного в сторону со знакомых улиц. Калининград буквально наполнен историей и загадками. Он как книга, которую можно перелистывать вновь и вновь, узнавая что-то новое.